Сегодня будем шить вот такой вот теплый зимний конверт для прогулок. Его можно сделать с прорезями для ремней, прорези с клапанами. Поэтому, когда вы не используете конверт в автокресле, эти прорези можно закрыть клапаном, и малышу не будет в них задувать. Выкройку я распечатываю в браузере Google Chrome. Для того, чтобы правильно распечатать выкройку, в настройках принтера нужно выбрать 100% масштаб и затем запускать печать. Теперь обязательно проверяем масштаб. Квадрат должен быть 10 на 10 сантиметров. В выкройке у нас написан весь перечень нужных нам материалов. И далее приступаем к склеиванию листов. Здесь у нас есть план раскладки. Срезаем пустую часть вот этой рамочки, лишнюю. И склеиваем листы. Обязательно вот эти стрелочки должны совпасть. Шить конверт я буду вверх из дюспо, подкладка из плюша, утеплитель. У меня 200 грамм. Вы выбираете утеплитель в зависимости от того региона, для которого будете шить. И еще нам понадобится наполнитель, такой как холофайбер, аэропух или ему подобное. При выкраивании деталей обратите внимание на то, что детали кладутся к сгибу ткани, то есть выкройка у нас половину только сделана. Переносим все линии, все выточки. Если вы делаете конверт с прорезями для ремней, то переносим на ткань все прорези, все детали и все метки. После того, как выкроили детали верха, эти же самые детали мы выкраиваем из плюша. Так как плюш скользкий, лучше всего, легче его и детали из него выкраивать вот в таком виде, когда мы накладываем деталь, выкроенную верха, в развернутом виде и прикалываем к плюшу. После того, как выкроили верх и подкладку, нам нужно выкроить две кулиски. Одна длиной 104 сантиметра на 5, другая длиной 38 сантиметров на 5. Их выкраиваем из плюша. Для прорезей мы выкраиваем 4 детали 20 на 10 сантиметров и одну деталь 14 на 20 сантиметров. Берем деталь верха. И теперь нам нужно заутюжить вот эти вот линии. Теперь детали верха нам нужно наложить на утеплитель и простегать. Простегиваем сначала полосы, затем делаем здесь выточки. И далее настрачиваем по одной стороне вверх, край вот этот вот закрываем по одной стороне.
Выточки на верхней детали нам нужно было стачать заранее, но я забыла про это, и поэтому я сделаю это сейчас. За счет выточек вот эта нижняя часть у нас получилась вот такой объемной, и мы ее раскладываем ровно на утеплителе, и начиная от первой выточки в эту сторону один край мы прошиваем. Строчку делаем примерно 3 миллиметра от края. Теперь детали снаравливаем, то есть срезаем весь вот этот вот лишний утеплитель ровно по контуру детали. Таким образом у нас получилось, что вот здесь у нас появились отверстия для набивки. Берем наполнитель, у меня это аэропух, вы можете взять любой подходящий, и наполняем деталь, каждую ячейку настолько, насколько считаете нужным. Если у вас сильно холодная зима, то наполняйте побольше. Если не очень холодная, то поменьше. Потом весь этот наполнитель немного забиваете в середину и скалываете булавками. И с этой стороны. Даже можно с этой стороны пройтись булавками по всем частям, заранее как бы скрепить край, для того, чтобы у нас туда пока наполнитель не проходил. Теперь расправляем вот эту нашу гармошку и делаем также строчку здесь, тем самым закрепляя вот эти отверстия, чтобы наполнитель у нас оттуда не вышел. Берем деталь подкладки, также застрачиваем выточки, берем нашу короткую кулиску и резинки, где-то примерно 1 или 1,5 сантиметра шириной, 20 сантиметров. Либо вы смотрите по натяжению своей резинки, так как она бывает разная. Примерно прикидываете, насколько вы хотите, чтобы была стянута передняя часть. И отрезаете. Берем одну молнию, расстегиваем ее. И одну часть прикладываем к середине. Здесь я отметила середину этой детали. И теперь по краю вверх мы притачиваем молнию. В конце молнию вот таким образом отгибаем, не доходя 1 сантиметр до края.
Вторую молнию вшиваем точно так же, только в другую сторону. Одна молния у нас получается в эту сторону с бегунком, вторая часть без бегунка. Теперь накладываем подкладку лицом к лицу, скалываем середину с серединой. И теперь нам нужно прикрепить подкладку также по молнии, оставляя сбоку небольшое отверстие сантиметров 20, для того, чтобы мы потом могли деталь вывернуть. Но мы пока не прошиваем отверстие, вот это вот, этот срез сверху. Здесь у нас будет еще втачиваться кулиска. Прикрепляем булавками. Так как плюш вытягивается, мы делаем такую как бы небольшую посадку. Смотрим, чтобы деталь подкладки у нас легла равномерно на деталь верха. Так как плюш у нас минки, вот с этими вот пупырышками, нам его нужно чуть-чуть припосаживать, так как он и деталь вытягивается, и за счет вот этих вот пупырышек, если они растягиваются, деталь тоже становится длиннее. Поэтому ее нужно немного припосаживать для того, чтобы она идеально подошла у нас к детали верха. Берем деталь кулиски и резинку. Деталь кулиски отгибаем на 0,5. Затем примерно к середине прикладываем резинку. И еще раз таким образом загибаем и скалываем. И проложим строчку. Вот здесь вот закрепляя несколько раз в месте, где у нас вложена резинка. Таким образом закрепили один край резинки. Второй край закрепляем точно так же. Складываем пополам и в край закрепляем. Кулиску вкладываем между деталей верха и деталью подкладки. Также ее скалываем, растягиваем и делаем строчку 1 сантиметр. После того, как прошили эту часть, срезаем уголочки, затем выворачиваем деталь вверх. Вынимаем все булавки. И расправляем наш наполнитель полностью по всем ячейкам. Это отверстие можно зашить вручную потайными стежками, либо приметать и аккуратненько белыми нитками в цвет молнии прострочить, тем самым закрывая это отверстие.
Наша верхняя часть готова. Теперь приступаем к пошиву нижней части. Теперь накладываем деталь на утеплитель, скалываем булавками и настрачиваем ее по краю по всей детали. Строчку делаем примерно 3 мм от среза детали. Далее детали снаравливаем. Берем деталь кулиски, подворачиваем ее 2 раза. Можно сделать здесь строчку. Складываем пополам. И отступая где-то 1,2 примерно от среза, мы притачиваем кулиску к основной детали. В конце у меня деталь кулиски немного вытянулась, поэтому я ее подрезаю. Таким же образом край подворачиваю 2 раза. И заканчиваю строчку, делая в конце закрепку. Плюш очень скользкий, поэтому нужно быть более аккуратным. Далее берем деталь, находим середину и теперь вшиваем сюда вторые части молнии, так же как мы делали на верхней детали. После того, как вшили молнии, нам нужно проверить, правильно ли они у нас сходятся по длине. Поэтому мы их застегиваем и проверяем. Так, это у нас молния сошлась. Вторая тоже сошлась. Теперь можно приступать к втачиванию подкладки. Я заранее перенесла на подкладочную часть отметки, где у нас будут петли для ремней безопасности. Накладываем подкладку лицом к лицу, скалываем булавками и стачиваем детали, также оставляя где-нибудь сбоку отверстие сантиметров 15-20 для того, чтобы нам вывернуть эту деталь. Стачиваем деталь подкладки с основной деталью. Подрезаем уголочки и выворачиваем. Отверстие также можно зашить вручную потайными стежками. И еще нам нужно сделать отделочную строчку, это 10 сантиметров от края, для того, чтобы закрепить подкладку с основной тканью и утеплителем вместе.
Теперь, чтобы у нас ровно была строчка, чтобы не перекосилась подкладка, нам нужно ее скрепить. Лучше всего скорее сметать, либо очень часто сколоть булавками и по внутренней части, и по крайней части. И затем проложить отделочную строчку. Проложили отделочную строчку. Таким образом у нас подкладка теперь закрепленная. И далее делаем прорези для ремней. И останется нам еще вставить резинку, и наш конверт будет готов. Перед тем, как мы начнем делать петли, нужно сметать при помощи нитки с иголкой вот эти места, закрепить вверх и низ, чтобы подкладка у нас не передвигалась. Вот таким образом вокруг каждой петли мы сметываем. Затем берем наши вот эти вот детальки. Большая деталь у нас идет для самой нижней, самой большой петли, а остальные детальки для остальных петель. Теперь берем вот эту детальку, складываем ее пополам и по бокам прошиваем. Детали вывернули. Теперь вот этот открытый срез мы берем контактную ленту и настрачиваем ее на край примерно 5 миллиметров. Затем отворачиваем и закрепляем полностью всю деталь. Ответную часть пришиваем на другом конце. Делим деталь пополам, и еще нам нужно сделать линию между строчкой и вот этой серединой. Далее отмечаем длину петли, у меня будет 6 сантиметров. Далее накладываем эту деталь контактной лентой вниз, прикалываем либо сметываем. Чтобы она у нас плотно держалась. Далее идем прокладывать строчку. Строчка у нас будет на лапку от вот этой линии, то есть примерно 5 миллиметров.
в эту сторону и в эту. У нас получается как бы обточная петля. Продолжим строчку немного ниже, как бы закрепляя ее более надежно. Вот такой рамочкой мы обточали. И с обратной стороны у нас тоже получилась вот такая вот ровная рамочка. Далее петлю нужно аккуратно прорезать. Можно сделать это сначала с этой стороны, не дорезая до конца миллиметра 4-5. Вот здесь вот. И с обратной стороны точно так же. Далее нам нужно сделать прорези вот к этим уголкам, чтобы у нас здесь как бы такие треугольнички получились. Аккуратно, не доходя до строчки, буквально 2 миллиметра. И с другой стороны также. После того, как сделали прорезь, мы вот эту детальку выворачиваем на другую сторону. Таким образом, здесь у нас получается вот такая вот петелька. С этой стороны мы расправляем. Можно также сметать деталь и обтачиваем вот эту вот рамочку вот таким вот образом на машинке. Вот эту деталь, которая у нас коротенькая, мы ее притачиваем полностью. А вот эту деталь, она у нас должна быть настрочена до середины вот этой детали. Именно вот где мы отмечали вот эту линию мы переносим сюда, на эту сторону, и обстрачиваем вот таким вот образом, чтобы клапан у нас вот так вот смыкался. Вот такая обработанная прорезь у нас получилась. Когда вы не используете конверт в автокресле, в автолюльке, ее можно закрывать вот таким клапаном. По такому же принципу обрабатываем все остальные прорези. Вот такие прорези у нас получились. Теперь нам осталось только вставить резинку в кулиску. Если вы хотите, чтобы капюшон разворачивался полностью, тогда резинка нужна по длине, равная 2 вот этим вот расстояниям. Но тогда у нас концы, когда стягиваете капюшон, будут такие значительно длинные у резинки. Если вам не нужно для того, чтобы полностью капюшон распускался, тогда резинку уже регулируем
по натяжению во время того, когда будете вставлять. Вставляем фиксатор. Примерно вытягиваем на ту длину, на которую вы планируете вставить резинку. Опять же, если это длина полностью, то измеряете полностью. Я буду ее вставлять покороче. Такой вот. Теперь, чтобы ее было проще вставить, я связываю на узел. И булавкой одеваю кулиску. Узел развязываем. Вставляем второй фиксатор. Теперь нам нужно скрепить, сшить вот эти две резинки и затем перетянуть, чтобы вот этот вот у нас вот это скрепление было примерно посередине. После того, как соединили две резинки, мы их вдеваем туда, убираем поглубже. На этой линии у нас соединение, мы вытягиваем вторую резинку, насколько можно больше, и фиксатор передвигаем. Далее сдвигаем эту резинку туда, обратно. И другой фиксатор мы также передвигаем. Вот такой вот конверт у нас получился. Очень теплый, удобный. Я буду ждать ваши отзывы и комментарии. Ссылка на выкройку будет под видео.